Сотни дронов рвались к столице. Один из самых масштабных налетов за всю войну. Тысячи жителей остались без электричества. Путин экстренно перебрасывает боевые корабли в Балтику. Ракеты готовы к пуску по НАТО. Москва перешла от угроз к действиям. Операция «Нулевая фаза» началась. Двойная атака по союзнику Украины. Случайность или закономерность? Захват правительственного самолета. Истребители подняты по тревоге. Мощный удар по имиджу ФСБ. Покупателя не нашлось. Полный провал российского оружия. Отправка гордости Кремля на металлолом. Россия готовит страшное, новое масштабное наступление в ближайшие месяцы. Заявление разведки. Об этом и многом другом к вечеру вторника, 18 августа. Вторник в разгаре, а вместе с ним и поток горячих новостей. Все, что нельзя пропустить прямо сейчас. Одна из крупнейших атак беспилотников за все время войны. Только на этот раз речь идет о столице государства-агрессора. По словам мэра Сергея Собянина, в сторону Москвы были запущены 637 украинских дронов. Последствия заметны сразу в нескольких городах. В Павловском Посаде, Раменском, Коломне и Богородском округе горели склад Wildberries, торговый павильон, частные дома и стройка. В Электростале повреждена трансформаторная подстанция. Вау! В результате более 100 трансформаторных подстанций оказались обесточены. Без света остались более 10 тысяч абонентов в городских округах Ликино, Дулево и Орехово-Зуево. По данным российского Минобороны, за ночь над Россией и оккупированным Крымом якобы уничтожили 791 украинский беспилотник. Россия демонстрирует мускулы. Страна вывела к берегам Германии один из своих самых современных военных кораблей. Как пишет The Telegraph, фрегат «Адмирал Касатонов» заметили у немецкого острова Фемарн. Судно вооружено калибрами и гиперзвуковыми цирконами, которые потенциально могут нести ядерный заряд. Причем корабль шел с отключенным передатчиком местоположения, и это уже второй корабль Северного флота, который Москва перебросила в Балтийское море за последние недели. Ранее туда отправили эсминец «Адмирал Левченко». Все это происходит на фоне новых угроз Кремля в адрес западного судоходства. Мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. Но, может, Путин просто отогнал эти свои суда подальше от дронов ВСУ, чтобы к следующему дню ВМФ России не пришлось и их дорисовывать к этой подводной лодке. Ну и пока Россия пытается пугать НАТО в море, Альянс утер нос Москве в небе. И такого позора я лично не припомню. Французские «Рафаль» перехватили над Балтикой необычный российский борт, который связывают с руководством ФСБ. Как сообщила Минобороны Франции, за 4 месяца миссии в регионе французские истребители выполнили 39 перехватов над Литвой, Латвией и Эстонией. Среди них оказался Ту-214ПУ. Этот самолет входит в специальный летный отряд «Россия», который перевозит высшее руководство страны и представителей спецслужб. По открытым данным, борт может использоваться не только как транспорт, но и как защищенный узел связи и воздушный командный пункт. Получается, французским пилотам удалось перехватить в небе над Балтикой буквально летающий кабинет чекистского начальства. В этот раз наглых гостей просто отогнали за воздушный поребрик, а в результате боевой ситуации эта встреча с французскими истребителями могла стать для шишек из ФСБ последней. Еще один болезненный удар по престижу Москвы. Турция может отправить российские комплексы С-400 на металлолом. Об этом пишет американское издание «Семафор». Анкара уже больше года пытается избавиться от российских С-400, но покупателя так и не нашла. Переговоры с ОАЭ зашли в тупик. В Абу-Даби опасаются, что российские комплексы создадут им те же проблемы с США, с которыми уже столкнулась Анкара. Пока С-400 остаются у Турции,
же американские сенаторы блокируют продажу ей истребителей F-35. Анкара предлагала Вашингтону и другой вариант, например, просто вывести злосчастные установки из строя, но Вашингтон требует полностью избавиться от российского оружия. Если покупатель так и не найдется, у Турции останется самый радикальный вариант – фактически отправить купленные у России С-400 на переплавку, чтобы, наконец, получить доступ к новейшим американским истребителям. В Москве отменили помпезное массовое мероприятие – фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти на Красной площади с 21 по 30 августа. Организаторы этого международного военно-музыкального действа сослались на независящие от них причины. Фестиваль проводят почти 2 десятилетия, и отмена случалась лишь раз, и это было в 2020-м из-за пандемии. Теперь решение принято на фоне массированных атак украинских дронов на Москву и Подмосковье. Причем это уже не первое крупное мероприятие, которое исчезает с Красной площади. В июне Кремль впервые за 23 года отменил гала-концерт ко Дню России, а парад 9 мая был рекордно коротким и длился всего 45 минут. В нем не участвовала тяжелая техника, а пролет самолетов просто сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. И все это после того, как Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил это мероприятие в Москве. Но это полбеды. В России уже вовсю готовятся к блэкаутам. Ростех объявил о серийном производстве мобильных электроподстанций и уже не стесняется в формулировках. Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА. Блэкауты из-за налетов дронов стали нормой для оккупированного Крыма, Белгородской и Курской областей. Теперь с этим явлением знакомятся и жители Подмосковья. Тем временем Путин выгребает последнее не только из казны, но и из карманов олигархов. Нас заставили, я много раз об этом и говорил, предпринять все необходимое для защиты наших людей. После того, как хозяин Кремля в марте встретился с крупнейшими российскими бизнесменами и попросил добровольно помочь бюджету, те все поняли правильно. К середине августа их структуры перечислили в федеральную казну почти 384 миллиарда рублей, пишут «Ведомости». А останавливаться Кремль не собирается. В украинской разведке заявляют, признаков готовности прекратить огонь и начать мирные переговоры у России не наблюдается. Их планы таковы, и это то, о чем они говорят. До конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет. Более того, генерал-майор Вадим Скибицкий считает, что вместо этого нужно ждать обострения. То есть, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, они смогут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам. Правда, захватчиков ждет небольшой сюрприз. Они могут упереться в новую стену на Донбассе. Украина создала примерно 300-километровую линию обороны между Изюмом и Ореховым, пишет осинт-аналитик Климан Мален. По его оценке, на ее преодоление российской армии могут понадобиться годы. После провалов обороны в 2024 году Украина изменила подход. Теперь ставка не просто на траншеи в открытом поле, а на целую полосу препятствий. Противотанковые рвы, бетонные пирамиды, колючую и обычную проволоку. В максимальном варианте такая линия достигает примерно 100 метров в ширину. А сами позиции пехоты и операторов дронов прячут глубже, в лесополосах и лесах. Первые бои уже показали, что эта система не делает фронт непроходимым, но сильно замедляет наступление. На одном из участков даже незавершенная линия держалась 9 месяцев. А пока агрессор все больше воюет с гражданским населением. Россия нанесла ракетный удар по поселку с символичным названием Печенеги в Харьковской области. Погибли как минимум 10 человек, еще 8 получили ранения. Удар повредил 10 частных домов, кафе, почту, магазин и не менее 7 автомобилей.
А накануне российская дрон-ракета снова залетела в Молдову. Правда, этот подарок от Москвы с красноречивым названием «Бандероль» упал на территории подконтрольного России, Приднестровья. Но это уже не первый такой инцидент за последние дни. 9 августа возле села Крокмаз в Молдове взорвался еще один дрон-ракета. Тогда были повреждены частные дома, а после инцидента Кишинев даже отозвал своего посла из Москвы для консультаций. В Американском институте изучения войны считают это тревожным сигналом. По мнению аналитиков, такие регулярные прилеты свидетельствуют о готовности Кремля сознательно подвергать опасности соседние страны в рамках гибридной операции «Нулевая фаза» против Запада. В Вашингтоне начинают просыпаться. В США хотят нарастить производство тех самых томагавков. Оказывается, этих крылатых ракет, возможная передача которых Киеву так напугала Путина прошлым летом, выпускали всего 60 штук в год. ВМС заключили с их производителем новый 7-летний контракт почти на $23 миллиарда. План амбициозно — увеличить выпуск до более чем 1000 штук в год. Причина вполне практическая. Вашингтон хочет срочно восстановить запасы высокоточного оружия после крупных расходов на помощь союзникам и собственные боевые операции. По данным Reuters, за 5 месяцев войны с Ираном США могли израсходовать почти половину мировых запасов томагавков. Кстати, Трамп опять в боевом настрое и заявил, что на новое перемирие с Ираном не пойдет. Они хотят заключить сделку, но не ту, которую я считаю необходимой. Послушайте, мы здесь по одной причине. Иран не может иметь ядерного оружия. Старое временное соглашение было заключено между сторонами в июне. Правда, в этот срок Вашингтон и Тегеран часто обменивались ударами. В чем Путину не откажешь, так это в таланте создавать новых врагов. Кремль, похоже, запустил новый виток противостояния с Баку. Только из Москвы депортировали главу азербайджанской диаспоры Бахтияра Гасанова, как стало известно, что уже Баку возбудил уголовное дело сразу против 3 россиян. Генпрокуратура Азербайджана обвиняет ведущего «Москвы-24» Ивана Князева, медиаэксперта Семена Уралова и советника министра транспорта России Алексея Чадаева в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению строя и разжиганию национальной ненависти. По версии следствия, такие заявления звучали в их программах в июле и августе. Что мы хотим сделать с Алиевым? И, соответственно, с алиевским режимом. Значит, варианты я перечислил. То есть, приручить, снести. Всех 3 объявили в розыск, а суд в Азербайджане заочно их арестовал. Спасибо за то, что выбрали нас. Спасибо за лайки и комментарии. До встречи утром.